Всех приветствую, меня зовут Александр, это канал Alex Vaping. И сегодня у меня на обзоре одноразовые электронные сигареты от компании под названием Mi Shine. В этом обзоре я вам покажу не какую-то одну линейку электронных сигарет от этой компании, а сразу несколько линеек различных. Какие-то из электронок этих будут довольно стандартного вида, но какие-то довольно необычные. Давайте сначала посмотрим на них поближе, познакомимся с их техническими характеристиками, а потом я уже выскажу свое мнение об этих электронках. Вот все электронные сигареты, которые мне предоставил на обзор производитель. Давайте по каждой из них отдельно по ее техническим характеристикам и по внешнему виду. И первая электронная сигарета имеет вот такой вот вид, похоже на небольшую флягу. Сверху находится дрип-тип, снизу у нее два диода, которые загораются при затяжке или при зарядке встроенного аккумулятора. Посередине находится разъем формата Type-C для зарядки аккумулятора и сбоку отверстие для забора воздуха. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, также присутствует пластик. Встроенный испаритель на сетке имеет сопротивление 1,4 Ом. Объем залитой жидкости равен 10 мл. Эта электронная сигарета рассчитана на 4000 затяжек, перезаряжать ее можно до 4 раз. Встроенный аккумулятор имеет емкость 550 мАч. Линейка данных электронных сигарет содержит в себе 9 вкусов. Весит эта электронная сигарета 76 грамм и имеет размеры 60,5 на 18 и на 85,5 мм. Следующая электронная сигарета довольно необычного вида. Это дельфин. Спереди у нее находится дрип-тип. Дальше по бокам находятся такие вот решетки, за которыми спрятаны светодиоды, которые загораются при затяжке или при зарядке встроенного аккумулятора. На задней части электронки находится разъем для зарядки встроенного аккумулятора формата Type-C и также отверстие для забора воздуха. Испаритель, который установлен в данной электронной сигарете, имеет сопротивление 1,2 Ом, объем залитой жидкости равен 6,5 мл. Сигарета рассчитана на 2-2500 затяжек. Емкость встроенного аккумулятора равна 400 мАч. Количество вкусов, представленных в линейке данной электронной сигареты, равно 10. Весит она 49 грамм, размеры 32 на 36 и на 120 мм. Следующая электронная сигарета довольно небольшая и по размерам, и по автономности. Она также сделана из алюминиевого сплава и пластика. Рассчитана на 800 затяжек. Объем залитой жидкости составляет 3,5 мл. Сопротивление испарителя равно 1,8 Ом. Емкость аккумулятора 500 мАч. Также имеет довольно большое разнообразие вкусов на выбор. Следующая электронная сигарета – это одна из самых автономных электронных сигарет. Рассчитана на 5000 затяжек. Объем залитой жидкости равен 12 мл. Сопротивление испарителя равно 1 Ому. Встроенный аккумулятор имеет емкость 850 мАч. Размеры 118 на 25 на 25 мм. Вес равен 60 граммам. Эта электронная сигарета имеет регулировку затяжки снизу вот таким вот переключателем, который можно поворачивать, и тем самым будет регулироваться затяжка. И последняя электронная сигарета из той линейки, которую мне прислал производитель, имеет вот такой вид. Она довольно гладкая, выполнена из пластика, рассчитана на 3500 затяжек. Объем залитой жидкости равен 10 мл. Встроенный аккумулятор имеет емкость 650 мАч. Испаритель, установленный в электронную сигарету, имеет сопротивление 1 Ом. Размеры 27 на 110 мм. Вес равен 65 граммам. Снизу электронной сигареты есть также разъем для зарядки встроенного аккумулятора формата Type-C. И в принципе больше здесь ничего нет. Вот здесь снизу еще находится диод, который загорается при затяжке либо при зарядке встроенного аккумулятора. Это все по техническим характеристикам и по внешнему виду этих электронных сигарет. Теперь я выскажу свое мнение о данных линейках. Давайте я начну сначала вот с этой вот электронной сигареты, самой слабенькой из представленной линейки. Она не перезаряжаемая, то есть закончилась и все. Но у нее довольно компактные размеры, она легкая, и по вкусам тоже все довольно неплохо. У меня никаких вообще претензий к этой электронке нет. Такая вот электронка, в принципе, на каждый день. В принципе, каких-то минусов я у нее вообще найти не могу.
Ну, вообще, у одноразовых электронных сигарет минусы довольно сложно найти. Ну, блин, какие тут минусы могут быть? Работает, и ладно. Вкус выдает нормальный, и тоже хорошо. Давайте перейдем к другой электронной сигарете. Пока тоже довольно стандартного вида, но единственное, она вот такая вот толстенькая. Ну, вы уже ее видели на столе. Но она мне вот нравится своим видом, своими размерами. Вот единственное, здесь вот не очень хорошо подложка внутри, как я уже показывал. Но я думаю, это, возможно, тестовый образец. Хотя тут не написано, что это тестовые образцы. Возможно, все-таки производитель поправится и будет подложку более аккуратно укладывать внутри. А так она довольно неплохая по дизайну. Вот по эргономике я бы не сказал, что она такая уж прям отличная. Она очень скользкая. Прям так и норовит из руки выскользнуть. То есть прям вот ее, ну, надо удерживать. Иначе есть риск ее потерять. Ну, потерять в смысле уронить на пол и разбить ее. Вкусу тоже никаких претензий нет. Она уже перезаряжаемая, то есть ее можно будет перезарядить 2-3 раза. И то есть она более автономная, чем вот предыдущая. По поводу дрип-типа, такого вот немного нестандартного вида, в принципе, он довольно неплохо ложится в губы. Ну, то есть довольно приятно прикасаться. Вот эта вот форма довольно-таки интересная. Давайте посмотрим следующую одноразовую электронную сигарету. И это уже вот такого вида. В принципе, такого типа электронки одноразовые есть и у других производителей. Вот единственное, я не помню, у тех одноразок есть ли регулировка снизу. Ну, вроде да, есть также регулировка затяжки снизу. Она также перезаряжаемая. Довольно больших габаритов уже. Ну, так как и жидкости там уже довольно много залито. Плюсом этой электронки является то, что можно регулировать степень затяжки, поворачивая снизу вот этот переключатель. Ну и опять же, какие-то плюсы и минусы выискивать у одноразовой электронной сигареты я смысла не вижу. Давайте посмотрим лучше на следующего представителя компании Mishine. Это дельфин. Это необычно. Это ново выглядит. Во всяком случае, таких электронных сигарет я раньше не видел. Единственное, она очень сильно похожа на какую-то детскую игрушку, что, в принципе, не очень хорошо. Могут какие-то дети принять ее именно за детскую игрушку, начать с ней играть, а это все-таки электронные сигареты, которые детям не игрушка. Прикольно у нее загораются вот здесь вот глаза или жабры. Нет, у дельфина жабр нет. То есть это все-таки глаза загораются по бокам, когда вы затягиваетесь и когда вы ее заряжаете. Эта электронная одноразовая сигарета является перезаряжаемой. То есть ее также можно перезарядить 2-3 раза. К вкусу опять претензий никаких нет. Все отлично. По эргономике, в принципе, ее довольно удобно удерживать в руке, несмотря на то, что это дельфин. То есть дельфина держать в руке удобно. Ну, если он вот, конечно, таких размеров, не больше. Сверху у него идут такие вот ребра, которые также позволяют более плотно его удерживать, потому что снизу он гладкий. Но сверху вот эти ребра позволяют его удерживать, чтобы он не выпал из руки, даже из мокрой из какой-то, где-то на улице. То есть вы его точно не выроните. Ну и сам пластик снизу, он такой не как на вот этой вот электронной сигарете, он какой-то гладкий, вот этот пластик, почти как стекло. А у дельфина пластик более такой, он хоть и глянцевый, но он не скользящий почему-то. То есть он в руке не скользит. Не выроните, в общем, вот этого дельфина из руки. И последний представитель, ну точнее как, у компании Mishine еще есть довольно большое количество различных линеек одноразовых электронных сигарет. Но мне прислали только вот эти линейки. И последняя электронная сигарета, которую я вам хочу показать, ну, которую уже показывал на столе. Но вот так еще показать ее в руке, как она смотрится. Вообще, когда первый раз я взял ее в руки, мне показалось, что это будет очень неудобно. Она очень широкая. То есть вот как-то
я думал, что будет очень неудобно. А потом, попользовавшись, в принципе, довольно удобно. Вот этот изогнутая фляга, как раньше. Раньше был мод подобного типа. Такой, ну, он, конечно, больше был. И вот производитель решил повторить подобный мод. И, в принципе, эргономика на уровне. Удерживать его удобно. В руку ложится прям идеально. Вкусу опять претензий никаких нету, ну как и ко всем предыдущим. Также он является перезаряжаемым. Снизу у него вот эти вот два диода. Горят такие, как глаза. Как глаза какого-то дракона. Сама электронная сигарета представляет из себя как бы не только электронную сигарету, но и довольно-таки такой интересный аксессуар, который, поставив на стол куда-то, он будет смотреться довольно интересно. И также в кармане он лежит очень хорошо, из-за того, что он плоский. В задний карман джинсов ложится идеально. То есть не мешает и не выпадает никуда. Лежит себе и лежит. Вот вся линейка, которую мне производитель предоставил на обзор. Что я могу сказать в общем? В общем, довольно интересно. Интересно то, что производитель не зациклился на каких-то одинаковых формах, к которым уже все давно привыкли, и куча производителей выпускает, в принципе, такие вот электронки-близнецы. То есть они все на одно лицо, все одного формата, одного размера, одного форм-фактора, только отличаются тем, что на них разные логотипы нанесены. А по факту они все одни и те же получаются. Здесь же производитель пошел немного по другому пути, решил разнообразить как дизайн, так и различные размеры устройств. И я думаю, это ему удалось, ну хотя бы это что-то новенькое. А то уже приелись все эти вот одноразки одинаковые, круглые, квадратные, одних и тех же форм. Здесь вот что-то типа дельфина появилось. И за это производителю большое спасибо, что хоть как-то разнообразит жизнь тех, кто пользуется электронными сигаретами и может позволить себе уже купить что-то такое вот не похожее на другие электронки. По поводу цен я говорить ничего не буду. Вы сами сможете это найти на сайте производителя. Ну, я не думаю, что это стоит дороже, вот такой дельфин, чем какая-то обычная электронная сигарета. Просто вот он такой формы. Поэтому, если вы заинтересовались подобными электронными сигаретами, вы сможете их всегда купить, попробовать и решить, нравится вам подобный форм-фактор или нет. Но у производителя, естественно, также есть и электронные сигареты, которые более привычного форм-фактора. То есть это вот мне просто прислали такие, которые не очень похожи на какие-то общепринятые, так сказать, формы электронных сигарет. Я думаю, у меня на сегодня все. Сказать мне больше об этих электронках нечего. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь также на мой канал в Яндекс.Дзен. Всем спасибо за просмотр, всем пока.